По мнению восточных культур, существование ауры бесспорно. Единственным аналогом ауры, который мы можем найти в западных культурах, является нимб у святых. Сегодня я расскажу о некоторых работах ученых и, надеюсь, полученная информация поможет вам ответить на вопрос, существует ли аура в реальности. История началась в 1777 году. В то время явление электричества только-только начало изучаться. Существовало стеклянное электричество, янтарное, животное, шерстяное. Работы профессора Лихтенберга сделали очень много для понимания природы электричества. Но нас, в связи с нашей темой, интересует одно направление работы профессора. А дело в том, что он изучал разрядное свечение человеческого тела либо какого-нибудь другого объекта, помещенное в одно высоковольтное постоянное электрическое поле. Это свечение в то время не удалось зафиксировать. Прошло более 100 лет, прежде чем устройство для фотографирования излучения было создано. В 1882 году Наркевичу и Йодко удалось создать электрический прибор для фотографирования свечения человеческого тела. Наркевич и Йодко сделал более 1000 снимков людей. Он заметил, что свечение здорового человека отличается от свечения больного. Причем каждая болезнь светилась иначе. Наркевич и Йодко сделал большое количество снимков и на основании их сделал аналогичную карту движения энергии в человеческом теле. К сожалению, его работы почти все утеряны, и имя его почти забыто. Но он был не единственным человеком, который создал прибор для фотографирования свечения. В 1904 году Роберто Ландал де Маруа создал прибор для фотографирования свечения человека. Но так как он был служителем церкви, церковь посчитала нужным изъять это устройство, и устройство не стало достоянием широкой публики. И только в 1949 году супруги Кирлиан создали устройство для фотографирования свечения, и об этом устройстве позже стало известно во всем мире. Открытие супругов Кирлиан вдохновило многих ученых на создание своих подобных устройств. Так выглядел прибор Кирлиан, так выглядели снимки. Но что же конкретно фотографировали эти устройства? Сейчас буду говорить только о человеческом теле. Дело в том, что человеческое тело, помещенное в электромагнитное поле высокой частоты, начинает излучать электроны и фотоны. Это явление называется стимулированная электрофотонная эмиссия. То есть в таких условиях наше тело начинает светиться. Речь идет о стимулированной электрофотонной эмиссии. Но может ли быть нестимулированной? Да, нестимулированная электрофотонная эмиссия – это постоянный процесс. Мы постоянно излучаем электроны и фотоны. И это происходит в результате обычных окислительных восстановительных процессов в нашем организме. Сейчас существует более 100 различных приборов, которые могут сфотографировать стимулированную электрофотонную эмиссию, и несколько десятков, которые фотографируют нестимулированную. То есть нестимулированная электрофотонная эмиссия – это то же самое, что аура. Только слово «аура» не несет в себе никакую научную нагрузку. Надеюсь, что полученная информация поможет вам разобраться в вопросах существования ауры. Желаю вам всего доброго. До свидания.